Ребяшки, hello, как говорится, вернее, guten Tag, да. Приветствуем вас в небольшом городочке Pfaffenhofen an der Ilm, 45 километров от города Мюнхена. Вот обычная такая немецкая деревенька. Ближе к делу. Черри, Джили, Хевейл, что там еще, Аита, какие-то еще бренды были, Войя, Xpeng, да. Это все, конечно, интересно, но... Ребятки, всегда есть и будут люди, которые, так сказать, будут уважать и ездить только на немецкой классике BMW и Mercedes. Кстати, 45 километров от нас завод BMW. Мы находимся на родине этих автомобилей и сегодня посмотрим с вами, сколько они здесь стоят и можно ли доставить их в СНГ за какие-то адекватные деньги. И небольшой дисклеймер, давайте уже сразу пойдем на место съемки. Более половины, мне кажется, этого обзора будет записано на GoPro, потому что немцы очень не любят съемки. Каждую съемку в каждом автосалоне нужно согласовать, как нам сказали. Поэтому будем снимать очень аккуратно на телефон можно, или вот на GoPro. Ребятки, немецкий деревенский ЖД вокзал. Я вас смотрю. Внезапно. Я в выпуск попаду? А вы не против? Здравствуйте, не против, Салют. не против. Вы откуда? Я сам из Латвии, Так, что тут делаете? живу 4 года уже. Чем занимаетесь? Сейчас со школы, так, учусь, профессия на механика. Поезд не ваш поехал? Не, не мой. Ну что, в Германии лучше, чем в Латвии? В Латвии же тоже хорошо. Ну, в Латвии там, конечно, денег нету. Тут с финансами, конечно, получше будет. Сколько лет, если не секрет? 18. Можно сколько зарабатывать в 20 лет? Тут Да. 3000 евро, 4000 евро в месяц. В 20 лет? Да. Даже 19-18. Квартиру сколько арендовать стоит здесь? Однушечку или двушечку? Ну, у нас 75 квадратов, Не кисло у вас. стоит 1000 евро. 1000 где-то так евро. Ну, нравится в целом? Да. Ну, Ну, хочу уезжать куда-нибудь. в другую Куда? страну. Думал в Амстердам поехать. Жить здесь на постоянке это Почему? не нравится. Менталитет людей, все это, инфраструктура, не. Вот дороги, вот автобус городской поехал, Да. вот велосипеды, поезд вот хороший прошел, рельсы чистые, окурков нет. Ну это да. Чего не нравится? Это да, это Ну да. да. Так а что вот что не Люди, нравится? Сами люди, вот менталитет людей. Немцы? Да. Ну я не хочу, чтобы кто-то там что-то это, но. Нет, это личное мнение. Мы как Конечно, private конечно, opinion, да, Конечно, да. конечно. Как вас зовут? Никита. Никита? Да. Очень приятно. Нет, Тачка ссылочки есть? Нет, тачка? Да. Водишь Еще тачку? Нет. Права Права есть? стоят 3000 евро сдать на права. В смысле стоит? Ну. Типа, чтобы не сдавать или что? Нет, чтобы сдать на права. Пройти теорию, все, это все стоит 3000 А, ну евро. обучение имеется Да, в виду. обучение. Нифига. Что тут китайские машины уважают? А, китайские? Да. Это, Infiniti же китайская. Нет, это японская. А, японская? Вообще-то. Ну что, давай хотя фоточку сделаем. Сделаем фоточку, сделаем. А что, у тебя iPhone модный? Конечно, 14. Чем народ пользуется? Какими молодежь, какими смартфонами? С чем В ходит? основном айфоны. А денег хватает, что ли, у всех на айфоны? Кредит, Серьезно? да. Тут главное как? Тут люди думают, iPhone ты крутой, значит. Да В ладно. Америке покажешь, тебе скажут, ну и что такого? То есть в Германии реально есть такой среди молодежи, типа, крутой да, iPhone? ходят, ой, там, такие всякие, знаешь. Даже немцы вот прям? Конечно. Да, О, так поезд. сразу не скажешь. Поезд мой идет, который мне нужен. Это твой? Ну, в смысле, оператор на нем приедет. А. Мне нужно вниз, вот туда. А, да, он сейчас там выйдет с той стороны. Раз знакомство. Что, успехов вам? Удачи Да, в Амстердаме вам и не тоже только. удачи. Да, Пока, да, будь здоров. давай. Пока. Велики. О, граффити. А вот и Гриша. А, смотрите, пацанчик бежит. Ох, какой у нас сегодня автомобиль, ты видел? Да. Я его еще ни разу даже близко не видел, не то что ездил на нем. Volkswagen ID Buzz. А это, ребятки, Денис, знакомьтесь. Я извиняюсь за опоздание. Ничего страшного. Ребятки, собственно, кто наш сегодняшний гость? Легендарный Денис Рем, компания Дастакар. Меня зовут Денис Рем, и я приветствую тебя на нашем канале. Как я выгляжу в такой машине? Был в Германии? Я тут 5 лет жил. Окей, Детство. тогда ты местный. Да. Что небольшой городок, но тем не менее здесь несколько салонов крупных Да. компаний, здесь огромная парковка автомобилей. То есть у нас какой-нибудь там маленький городок приедешь, ну, не встретишь такого. Да. С каждой деревни практически есть какая-то индустрия. Ты можешь приехать в деревню, там будет стоять 4 дома, и на заднем дворе у человека там стоит 50 автомобилей. Даже такое бывает. То есть это люди так зарабатывают или это такая культура с годами сложилась? Люди так зарабатывают, я бы сказал так, да.
Мне же ничего не мешает, когда я живу в деревне и есть у меня какое-то место, да, Да. поле, засыпать его, поставить туда машины. Но ведь нужен клиент. Ну да. В больших городах людей много. Ты сейчас приедешь ко мне, посмотришь, как у меня, Так. да, и увидишь, почему мы так работаем. У нас есть интернет, зачем это все? И Тебе вот- не нужен большой город. Это раньше, там, 80-е, 90-е годы, тебе нужен был большой город, чтобы ты где-то там проходимость была, потому что не было связи такой, как Точно. сейчас. Сейчас в WhatsApp поскидывал фотографии, все отправил и готово. Так, поедем? Ездишь везде, да? Поехали. Да. Куда едем? Пару слов о машине. Вообще, а мое мнение Да. ужасное. Это серьезно? Да, мне не зашла. А что это, Много кстати, пластика. за разрисовка вот эта вот? Это в автосалоне представительный автомобиль. А, ясно. Они прям Прокатный. дают? Да, я просто взял, да, его посмотреть, рассматривал. Может быть, электрический для... Да, вот, пожалуйста. Начало есть, да? Много пластика. и Так. всё. Сейчас открою капот, посмотришь. А он Да. электрический, да, полностью? Полностью электрический, да. Так. Причем я его взял, у него был заряда на 86%, показывал 300 километров. Сейчас уже 250. Мы тут проехали километров 30. Все пластик, да. Очень много пластика. Но он новый. Новый, да. 5000 Ну, километров сейчас. А сколько стоит? Базовая цена у него 65 тысяч. А да. Данных комплектации 81, по-моему. Вот если посмотреть, видишь? Вот тут я сейчас вот отсюда кусочек снял прям. Ага. Отвалился. Краска отваливается. Данных автомобилей еще нет 7-местных. Они только 5-местные. Да ладно. То есть это все, что есть, у нас сзади нет? Нет. У нас сзади вот, смотри. Прикол. Зарядка. Ага. Тоже все такое, да? Да. Да, Ну, видишь, да? Да. То есть, если ты смотришь фау-класса, Mercedes электрический, он тоже стоит 67 базовая цена. Мгм. Ну, то есть, как бы я бы, например, выбирал, наверное, фау-класса. И вот эта полка, она не поднимается, она просто прикручена, смотри. Вот и все. А, и там место есть. Ну, там место как бы есть, да, я не знаю, что туда можно положить, и постоянно оттуда нужно вытаскивать. Как-то странно сделано. Вот очень странно, да. да. Рулем хряснуть нечаянно. Да, и ну оно вот сюда- это тоже, смотри, сделали провалится красиво вроде, да? Ну, пластик. А здесь чуть-чуть вот дермантина такой. Да. Как-то вот это выглядит Вот очень не очень. Не очень, да. Вот это как вообще так? Вот Садимся? сделали такое. Да, Давайте. поехали, Так. попробуем. Ну, цвет приятный. Очень приятный. Но главное, как Мне это всё- Алькантара только понравилась, смотри какая. Ну что вот такое все, смотри. Понял, да? Первый назовут. Денис, пару слов о себе. Сколько в Германии? С Почему 2005 здесь? года я в Германии, у меня корни из Германии. А, вот так. Вот. То есть я этнический немец, можно сказать. И с 2011 года занимаюсь машинами. Вот мы подписчика встретили. Сейчас из Латвии. Инженера, кстати. Я на платформе с ним общался. Он сказал, что ему не нравится Германия, хочет в Амстердам. Устал от менталитета немцев. Есть такое, да. Могу тоже самое сказать, что здесь нужно уметь жить. Здесь все очень правильно. Скоро, по-моему, в туалет по талонам ходить будем. Вот до того, понимаешь? Но вот настолько правильно, это перебор. Но эта ситуация, она как-то вот с каждым годом все более ощутимая. Все ощутимее и ощутимее. Ты сейчас, может быть, почувствуешь, не знаю, ты в Германии снимал где-то в автосалонах? Ну, в Европе у нас было такое, нам прям по камере даже шлепали. Да, да, то есть В здесь... Медиамаркте мы зашли в Австрии, и нам прям вот так вот. Вот здесь вот то же самое будет в каждом автосалоне, что Да ты ладно. ожидал сейчас, да. А что они, в чем проблема? Личное пространство. Личное пространство? Да, Да, это же автосалон, не домой пришли, не в гараж. Это личное пространство автосалона. Мы даже просто снимаем на улице, вот у нас моменты такие были, мы просто снимаем мой автомобиль на улице, сзади там сервис, да, Так. и человек в сервисе делает машину. Он подходит к нам, удалите, пожалуйста, видео, я попал туда, я не хочу, чтобы я там был. Я говорю, я вас заретуширую, вас видно не будет. Так. Нет, я хочу, чтобы вы удалили, потому что это мое личное, да, и я не хочу, чтобы меня кто-то видел. То есть они настолько заморочены. Но при этом вы здесь. Ну, я здесь, да. Всё равно. Здесь безопасно для детей, для моих. Ну, есть же другие страны в Европе. Может быть. Потому что язык надо учить заново. Точно, точно. Да, а в 40 лет как бы уже переучивать язык не очень хочется. Согласен. Кстати, ты чувствуешь, какой шумный автомобиль? Мы едем сейчас 40 километров в час. Да. Не шумно? Ну, хотя бы слышно друг друга. Но пока да. Едешь 100, 110 уже не слышно. Максимальная скорость. Какая у него, как ты думаешь? 170, 80 пойдет? 145. Не, серьезно? Да По ладно. паспорту сейчас смотрел. 145 на этой Да, машине? представляешь? Много ли русскоязычных? Много, да.
Приезжает больше или в принципе много было? В принципе, много. Вот 2005 год очень много приехало, потому что в 2005 году нужно было сдать, когда семья приезжает, сдает только один экзамен, Так. главный там. Экзамен? Да, экзамен нужно сдать. Экзамен на то, что умеешь говорить по-немецки. Ого. Один сдает. Типа что Тогда тебя пускают. в обществе Всю семью, да. строится. А с 2005 каждый должен был сдавать. Уже сложнее стало. Да, уже сложнее стало. Куда отправляете машины? Очень много Основная Европа часть. покупает. Латвия, Литва, Польша, Чехия, Испания, Италия. Украина сейчас меньше покупает. Россия много берет. А, здесь BMW есть? Да. Так, а может сразу туда зайдем? Раз уж Можем зайти аккуратненько, туда. да. А вам, когда заказывают, вот так в салоны приходите, выбираете новую машину? Мы не выбираем в автосалоне. Смысла нет в автосалоне выбирать, потому что ты выбираешь машину. Ты едешь вот сюда в автосалон, у тебя Так. будет стоять здесь вот только то, что здесь стоит. Ага. А в интернете у тебя 3000 автомобилей. У нас же бушка идет. В России ты не купишь новый автомобиль. Вообще никакой? Вообще никакой. В смысле? Новый автомобиль ты не купишь. На экспорт автомобили не продают. Уже давно не продают. Есть селективный товар. Так. Они защищают, то есть даже если человек с Испании приедет сюда, скажет в Германию, я хочу купить машину здесь, и скажет, езжай в Испанию, купи там. Блин, да ладно. Да, это селективный товар, они защищают своего дилера Да. в ваших странах для того, чтобы не покупали все отсюда. Если ты позвонишь сейчас, я из России или там из Украины, с любой страны, и хочу купить у вас машину, тебе скажут нет. А машина должна стоять на регистрации раз. Можно купить новую машину, она будет стоять на моей фирме, Так. она будет 6 месяцев стоять на фирме, Так. и я должен сделать в ней 3000 километров. Вот так вот. А есть 6000 километров. У каждого автосалона по-разному. А потом? А потом могу продать. Если ты машину продаешь чуть ранее, то 15% штрафа. Опять же, в договорах стали прописывать. Понятно. Land Rover сейчас забирает документы. Да ладно. Да, у тебя вот одна бумажка, у нас два документа от автомобиля, главный и вот этот. И у тебя главный документ забирает, и после прошествия 6 месяцев они тебе его отдают. Вот так Land Rover начал пресекать, так сказать, продажу автомобилей. Да ты точно не продашь, у тебя же документа нет от него. Если мы говорим сейчас о России, Да. то у тебя 48% таможни. Сколько? 48. Смотри, ты покупаешь автомобиль Я просто за не 100 в курсе. тысяч евро, Да. ты должен 48 за него заплатить. Так. Смысл тогда? В России? Да. Блин. В России новые автомобили невыгодно. Их везут там через другие страны, делают какие-то манипуляции для того, чтобы его завести потом в Россию. Офигеть. Вот это, сколько такое стоит немцам? Вот Сколько? цена была 80 тысяч в этой комплектации. Это М-ка. 530D лимузин, Да, а он длиннее получается? 80 тысяч. Нет, лимузин у нас это седан. А, седан так называется. Седан называется лимузин, да. То есть самая обычная пятерка, хорошая Обычная комплектация. пятерка в хорошей комплектации. Тут есть большая навигация, цифровая панель, подогрев руля, все ассистенты, я вижу, тут есть. Ну так вот. Да. К сожалению, это, я бы сказал, премиум марка, да, BMW, Да, то есть они да, да, более-менее да. лучше Так-то вот. такие. Смотри, еще есть фишка такая, что дилерам, как мне, то есть если ты зарегистрирован как дилер, тебе новую машину не продадут. Вот, например, на Porsche я прихожу, говорю, мне нужна машина. Мне один автосалон говорит нет, я говорю, а тем, с которыми я уже работаю, они знают, что я делаю, как Да. я делаю, я говорю, мне нужна машина. То есть я покупаю Макана сейчас, с таким условием, что машина действительно будет на меня, и я действительно на нем ездить буду. То есть я дилера не обманываю. Да. Он действительно знает, что я на нем ездить буду, это моя машина, и я буду на нем передвигаться там год, полтора, два. Потому что Макана сейчас интересная, и Макана больше не будет бензина. Это последний. Да ладно, все В уже. следующем году, в 23-м году, Макана только электрические. Интересно. Квота на них маленькая. Мы все время говорим, что только, можем говорить только про БУ машины на экспорт, но фактически 6 месяцев. Мы говорим о России сейчас, правильно? Да. Тогда только от 3 до 5 лет. Стоп. Ага. Год машины, если 2. Нет, 48%. Вот, то есть это сразу рубеж Это сразу нет, рубеж. это сразу нет, От никому 3 не нужно. до 5 лет ты Понятно, можешь вот автомобили чего, да. по объему. Мгм. То есть если у тебя 2 литра объем, Да. ты всё. платишь где-то 5400 за таможню. Блин, как Плюс всё сложно, а. сертификаты, плюс homологация автомобиля Да. у вас уже в стране, там 1500, кто как берет, там Ага. по-разному бывает. Доставка у вас где-то 3000 евро туда идет. Ну это Это понятно. другая. То есть если ты покупаешь 2-литровый, у тебя 5400, только расход на автомобиль, чтобы ты его заплатил. Ну, примерно 11, 12, может быть 13 тысяч евро тебе выйдет за все про все, чтобы просто сверху положить на автомобиль, который ты привезешь. То есть если он стоит здесь, грубо говоря, мы можем продать за 45 тысяч евро автомобиль на это, Да. то плюс тебе 12-15 сверху положить надо. Так, еще буквально пару цен интересных. Копеечка. Вот стоит. М135. Не просто 64 копеечка, тысячи. 135 М. А, это М-ка. Это М-ка, да. Он 135, 300
96 лошадей. О, 54, то есть она такая 64. веселая. А что вот, нет, простите, вот цены 53, еще и 10, что это значит? Это прайс-модель, это самая базовая цена 53 650, то есть Ну, М-ка. 135-я. 135. Немка. Не, нет, М-ка, М135. Понял, все. Да? Мгм. И она стоит 53. И комплектация 10 500, грубо говоря. А электричка почем? 90, нет? 98. Почти угадал, да? 77 в базе. Да, да. Вот это 98. Но при этом вот с зарядками ситуация как? Очень плохо. Я ни за что не куплю себе немецкий электрический автомобиль Почему? в личное пользование, только Tesla. У меня есть на видео на канале, как я гнал с Вольсбурга BMW ID4. Так. Я проклял все. Мы гнали Тайкан в Испанию. Так. Мы прокляли все на своем ходу. Быстро садиться? Быстро садиться, раз. Второй, тебе нужно найти зарядку правильную, потому что тебе нужно скачать дополнительное приложение, подключить туда карточку. Да. Не все приложения берут какие-то карточки, не все приложения работают именно с этой зарядкой. Знакомо. Да, и он просит какую-то карточку. Какую такую карточку? Не знаю. Какую-то карточку. Нет, у меня никакой карточки. И у меня нет. По приложению ты приезжаешь к зарядке, Да. она говорит, что работает, и все свободно. Ты подъезжаешь, у тебя такая бумажечка висит, nicht arbeiten. То есть, если живешь в Европе и если электромобиль, то лучше Теслу. Так Ну, надежно. я бы себе только Тесла, потому что я передвигаюсь много, и я ценю свое время сильно. Я хочу ехать, и чтобы у меня не было проблем в дороге. А так как я перегонял автомобили, я знаю, что это случается. Ты подъезжаешь к заправке, она у тебя не работает, а все остальные заняты. Мгм. И ты стоишь, ждешь. То есть время очень важно. Да, сразу Octavia RS. Посмотрим. 52 тысячи. Это бушка, наверное, нет? Денис, вопрос, что это вот за куча цифр разных? А это финансирование. А, типа кредитный Да. процент 6,59. 6,59, да. Это Но это вот. может быть не актуальная цена, но очень дорого сейчас стало. Мы раньше продавали по 2,9, по 2,5. А он, кстати, не стоит. Пожалуйста, 67, та же самая Тесла. А Тесла какая? Y? Да, Y. Я даже тройку не рассматриваю. Маленькая слишком. Я думаю, Y это самая оптимальная Тесла, которая может быть. Да подожди, ты еще и RS какую-то. Да? Модный какой-то, да? 4/4. 220 киловатт. Это как бы немало. Но о таком в России можно забыть. Новое, вот такое. Знаешь, как их везут? Их везут через Беларусь и растамаживают на этих, как называют их, вешалок. А то есть такой, в принципе, можно сделать. Ну, делают, да. Но это законно? Ну, там вопросы будут. У кого? Того, кто купил. А, Купили-то. Ну, я такого не предлагаю никогда. То есть для меня должен быть чистый бизнес, чистый гешефт, так говорится, что человек купил, и у него потом вопросов никогда не будет. Это мутная история. Это очень. мутная история, да. Все это делают, конечно, но это уже человеку решать, который покупает. То есть, может... Хочет он сделать или нет, будет ли он с этим жить, и будет ли он ждать чего-то там, когда-то там. Вот, что-то об этом случится. хотел сказать, что там месяц он Да. покатается, а на второй к нему там... Потому что Вопросы? в Беларуси там у президента что-то скажут, а давайте-ка вот эти все машины сейчас будем проверять. Понятно. Поэтому это решает для себя каждый, я никому не рекомендую. Лично от себя, когда мне звонят, я говорю, нет, я таким не занимаюсь. Нет людей, которых в Беларуси что-то делают, там, вот напрямую и все. Хорошо. То есть, если готов купить 48%, пожалуйста, отложи и готов. Не, ну вот сравни бус вот этот и вот уже эту машину, да? Мне Шкода нравится. То есть у них же это подход к дизайну, максимальная Да, практичность, да, как да, они да. говорят. И вон даже есть ящик, как опция между кресел внизу, Да. на полу. То есть его можно снять, вот, Ну, пожалуйста. и ровный пол. Да? А можно положить, прикольно. Шкода прикольно, да. Проекция на стекло есть. Что, места хватает? Ну, прям, загружай, что хочешь. Хоть сверху, хоть снизу. Вау. Ну это прям конкурент Ё-моё. Тесла, да? Ну да. Вот надо обзор Это делать. Да, вот, потому что это, смотри, видишь, это Иньяк он шел, а это ИФАУ, как X4, можно сказать. Да. Как Tesla Model Y, это прям Точно. конкурент. Вот, пожалуйста, 67 тысяч евро уже в комплектации, как нормальный автомобиль, у тебя есть проекция на стекло и все ассистенты. Круто. Я считаю, очень серьезный конкурент. Я на таком не ездил. Но в России такое только через 2 года можно будет отправить, да? Через 3, когда Да. он тут покатается. Да. Мне понравился. Подогрев руля есть. Не зря заехали. Не зря заехали, да. Точно. Я не видел его. Я простой снимал, вот как там стоит, вот этот обычный. Корок 43 160. Кодиак новый 49 990 в этой комплектации. Ну и вот совсем бюджет пошел, да? 17 тысяч. 17 260. А самая простая 15 800. О, дождь пошел. Ионик вот еще. 64 600 и 61 100 в базе. У нас же еще дают бонус.
от государства 3000 евро. За что? За то, что ты эту электричку покупаешь А, вот так вот. и в течение полугода используешь ее, Ага. то тебе 3000 евро. А как они, на карту зачисляют? Да, конечно. Так, поедем к вам на площадку? Поехали. Едем. Электричек много. Но электричку в городе, если у тебя нет своей заправочной станции, или зарядной станции, то это прям печаль. Свои типа дома. Дома, да. Да. То, чтобы у тебя ночью машина была заряжена. Ну, если ты ставишь в доме своем, ну, 1,5 должен отдать, плюс сама зарядка, самый бокс, валбокс 500-700. А что делает электрик на 1500 евро с зарядкой? Все правильно делает, по-немецки. У него должен быть диплом. Диплом? Да, обязательно. То есть, Ну, чтобы у тебя проблем не было совсем, чтобы дом не сгорел там. Подключить, те же электричество нужно трехфазное. Да. Электрик много зарабатывает в Германии? Могу сказать, сантехник сколько зарабатывает. Электрик, да, много зарабатывает. Хорошо работает, если ты хороший электрик, если ты правильно все делаешь, у тебя все настроено, ты можешь зарабатывать. Да, в принципе, любой тот, кто работает руками и умеет работать руками, хорошо будет зарабатывать. И они на вес золота здесь, Серьезно? потому что никто не хочет работать. Ну, а деньги же хорошие, почему никто не хочет? Ленивые? Кто, немцы? Ну да. Немцы ленивые? А как? Да вроде же немцы, они же прям заводы, это- пароходы. Ну, все Нет? правильно, да, да. Ну, Все тяжело очень. Мы сейчас были на соревнованиях, у нас порвался гидравлический шланг. Просто гидравлика обычная. так. И нам в субботу нужно было сделать гидравлику. Все закрыто вокруг. Это Вот вокруг правда. Магдебурга. Все закрыто. Мы дозвонились до одного, у которого сервис был 24/7. Он сказал, сейчас позвоню мастеру, если не время подъедет. 15 минут он приехал. И это было просто невероятно. Да ладно. Да, мы в шоке были, что мы это сделали. Ну вот я, например, я сдал свой коленчатый вал на балансировку и полировку. Просто коленчатый вал балансировать и полирнуть. Я сколько уже, 1,5 месяца жду. 1,5 месяца. Представляешь, мне прислали счет, они мне его полирнули. Я говорю, в счету нет балансировки, где балансировка? Уже неделя прошла, не балансирует вал. Как я могу на спортивное соревнование быстро собрать мотор себе? Никак. Но при этом это же как-то вот не сочетается все вот с этими Не дорогами. сочетается. Ты машину еще, архитектурой, а ты еще машины не покупал. с Это этим еще газоном, хуже. с этими Нет, с всё новыми правильно. BMW, Audi. Да, Тут да. заводы вот стоят. Вот я приезжал да, вчера да. BMW, до этого Audi проехал. Пока, и тут вот момент, почему он хотел уезжать из Германии. Он просто это все прожил, и пока ты не с этим не столкнешься, Да. ты это не понимаешь, как это может быть. Тут же все есть, по сути. Ну все есть, да. Вот в Да, деревне но когда есть. ты хочешь подключить себе простой Опа. интернет, тебе месяца 1,5 надо. Кучу писем написать. У нас просто там, ну ты вот, и тебе все включили уже. Приходишь в автосалон, когда ты покупаешь автомобиль, не ты приходишь как клиент, а ты приходишь как покупатель. Ты хочешь купить, а не он хочет продать. Вот так. Да. Тут совершенно по-другому. Не хочешь покупай, не покупай, выходи. Серьезно? Проблем, что ли, нет никаких? Все хорошо у них настолько? Очень хорошо. А вот с сантехником, кстати, история. Тут продолжим. Да просто Опыт унитаз, какой-то был? да, унитаз забился недавно, вызвал электрика, там написано 80 евро, типа прочистить унитаз, 250 взял, ничего не сделал. В смысле? Вот так, приезд, заезд, время, все это там в таблицу вбил себе 250 евро. И А ничего он не зашел, ничего не сделал, да, он не прочистил, там ничего там сказал, там нужно полностью снимать все, там чистить. сделал. То есть это консультация была 250 евро? Да, ну он там что-то сделал, там Да. вантусом там подергал и 250 евро. И типа вызывайте тех, кто вам за 2500 все это сделает, да? Ну да, унитаз же снять надо, желательно новый поставить. Да. А запчасти менять тоже тут никто ничего не отремонтирует, только поставить новые, и по-другому никак. Мне даже немцы говорят, когда я в сервисе работал, мы, говорят, мы не ремонтируем машины, мы меняем детали. С одной стороны, может и правильно, потому что ты новую деталь поставил, ты ее не отремонтировал, она у тебя будет ездить сколько ей положено. Да. И ты гарантии не несешь. Ты же везде, где ты не покупаешь что-то, если ты продаешь что-то, ты везде должен дать гарантию. У нас даже мы законом привязаны к тому, что если человек купил у тебя автомобиль бэушный, ты должен год нести за него гарантию. То есть ваша компания дает год гарантии? А вот ты законом обязан, не на экспорт. А, не на экспорт. Экспорт это все. Экспорт машины куплена, она никакой гарантии не имеет. Потому что на экспорт непонятно, что там происходит. И в Австрии еще хуже. Если ты как частнику продаешь, Да. ты должен дать этот год гарантии. Это не гарантия, это называется Gewährleistung, что это ты не обманываешь человека. Обещание. Обещание, да, Да. что автомобиль действительно в таком состоянии, как ты его покупаешь. Частник частнику? Частник частнику. Слушай, брат, Поэтому, брат, да, да. проезде, точно, да. Причем, если ты поехал на этот автомобиль и сломался, он подает на тебя в суд, он вернет тебе автомобиль 100%.
Ну, то есть там прям жестко. есть Поэтому это- в Австрии все продают дилерам, потому что когда ты покупаешь как дилер, никаких гарантий. То есть я, когда покупаю человеку из другой страны автомобиль, я перенимаю ту гарантию, которую давал бы тот автосалон. Вот. Блин, столько нюансов. Много, да. А вы в основном в Германии свои машины Только покупаете? в Германии. Только. Другие страны даже не рассматриваю. Очень много крутят, очень много... Пробеги? Пробеги, В конечно. Европе? Так, а кто? Ну, то есть прям местные? А вот угадай, кто. Ну, французы, если там кто-нибудь там, Peugeot, не знаю, Очень много скрученных. С Франции, Италии очень много автомобилей скрученных. Я поэтому сказал, для меня это слишком горячо, я не буду этим заниматься. У меня есть вот немецкие автомобили, для этого мне достаточно. То есть, Ну, если вот к вам человек придет и скажет, хочу Альфа-Ромео какой-нибудь там себе, вот только в Германии, например. А, то есть, если в Германии нет, то извините. Извините, да. А, То есть он скажет, в Италии поедешь туда, я скажу, Ну, нет. лампу какую-нибудь там. Ferrari. Нет, не поеду я в Италию. Тем более. Офигеть. Они могут поезженные, затертые быть, к ним относятся хуже. Хотя вроде, да, Испания, Италия, там хороший климат. Да. Но они настолько ушатанные, что... Ну, это мой опыт. Ты приезжаешь к немецкому автомобилю, у тебя всегда есть история. А у тебя, если немец имел автомобиль, он его всегда обслуживал. Вот прям всегда. Ну, в основном. Особенно мы покупаем машины так 2-3-летки. Да. Они в основном лизинговые или на фирму. Вот у меня в фирме там 8 машин. Ага. Да, я их обслуживаю. У меня есть гарантия на автомобиль. Мне каждые там 20-30 тысяч нужно приехать к дилеру. Я отправил машину, заплатил 600 евро, мне машина вернулась, все, я спокоен. Зачем мне этот гемор с 8 машинами, если там мотор у нее лег? Я отдал, мне другую машину взяли. То есть, когда ты работаешь на объем, тебе это невыгодно. Ну, тачку вообще отремонтировать, скажем, 10-летнюю в Германии какой-нибудь там сервис гаражный такой тут есть? Вот я говорю, дефицит. То есть вот не поедет там радиатор, не знаю, быстро поменять, ну, например, или фару поменять. Через неделю. Да ладно. Может быть. Легко. Я фару сам менял у себя в машине, на YouTube посмотрел Вообще инструкцию можно. и Да, просто расковырял. эту YouTube инструкцию. замечательная платформа для обучения. Вот я и сам поменял за 2 часа и нафиг да, никуда не да, ездил. да. Мне дилер выкатил типа там 5000 рублей за меня. Да. Я говорю, да иди вы нафиг, сам поменяю. Ну да. А это кнопка? Вот это вот. Да, это кнопка. Это клима. Ну такое как-то вот после, Очень дешевая, да? после автосалона в Шанхае мы сходили в салон премиум машин, который стоит по 50 тысяч долларов. Да. И это такой премиум, это уровень там из класса Мерседес. Да. Вот это мне не нравится абсолютно. А крутилок нет. Крутилок нет, Только да. вот это вот. Вот это вот все, да, сейчас. Ну, Кстати, мы находимся сейчас, видишь, что это, наверное, да? А чё Это хмель. Здесь пиво делают. это Получается, это вот это хмель, да. То есть мы в районе там, где выращивают хмель в Германии. Обычный бусик мультиван. Я Volkswagen не рассматриваю для себя двухлитровый этот дизель, потому что у них проблемы с моторами. Не хочу. Зачем я буду своей семье вот это вот подносить? Для меня, наверное, если сейчас бус брать, то только V-класс. В-класс. А, В-класс, я всё- V-класс у нас буква V, Фогель. А, вот так. Да. Вот мы практически приехали, вот это вот. 500 Вопрос, квадратных метров. а почему так как-то вот далеко, скажем Интернет дает сделать это возможно. Я Да. когда свою машину покупаю, вот у меня новая машина пришла, вот сейчас Шкода, да, она сейчас заедет на обработку, ее подготовят, да, так? Ага. ее отполируют, подготовят, сделают, поднимет на подъемник, проверят. Мне уже сделали тест-драйв в 500 километров. То есть уже водитель попробовал, шумит, не шумит, тормоза, не тормоза. Мы это все делаем и предоставляем протокол. Мы когда едем на осмотр автомобиля, мы человеку даем полностью фотографию. У меня с одного автомобиля выходит минимум 150 фотографий. То есть если там машина какая-то в идеале прям новая, ну, Да. фотографий 90. Понятно. Потому что каждую кнопочку, комплектацию, то сфотографировал, пока ты уже нащелкал там 80-90 фотографий. Ко мне водитель приезжает, стучит там. Ага. На подъемник подняли, заказали там этих шаровые, все, что нужно, подкинули туда, все готово. Сделали развал, сделали сервис, убрали автомобиль. Машина готова. Сфотографировали все это, где царапины, где не стали ничего красить. Да, Мы в основном не красим, стараемся не красить. Но я стараюсь покупать машины такие, не поцарапанные. понятно. И потом ты передаешь, просто на сайт кидаешь, протокол есть. Заходишь по протоколу, смотришь. Это выгодно для нас, мы меньше ездим, и у нас есть какие-то машины уже в стоке. Но сток, сколько долго может стоять? Ну, по-разному. Бывает за неделю уходит, бывает у меня машины 6 месяцев стояли. Вот. Ну, они стоят, ну, пускай стоят. Чё. Ну, деньги же там вложены. Ну и что? Это такое, это автобизнес. А вот это вот? Это сотрудников Ага. Lexus. Все таким вот. А сотрудник немец или нет? Это папа мой. А серьезно? Да, она у него уже лет 5-6, наверное. Сколько Обычный понимаешь? 300, ну, ездит, да, без проблем. Поэтому Lexus купили уже, не хочется ни геморроя, ничего. Вижу вот еще 3 восьмерочки. Тот Это самый мой. с Ютуба. Он эффектный, он красивый, люди на него оборачиваются с коричневым салоном, диски
и желтые тормоза, то есть карбонокерамика, она выглядит эффектно. Нравится? Ну, кайфует от него, да. Очень быстро едет. Спортивный автомобиль, можно сказать. То есть это личная машина? Фирменная. У меня личная машина Toyota Paseo. Ну, вот так вот, да. Дочка на ней ездит. Это как мы были в Японии, человек, который занимается машинами, он приехал на какой-то Хонде, он даже и название не знает. А какая разница? Мне, говорит, вообще удобно. Я говорю, Да. вы занимаетесь, продаете Land Cruiser. Говорит, мне пофиг. Мне, Так. говорит, в ней удобно. Я Так говорю, же и не мне. знаю, Я как тебе это покажу мой автомобиль, который я люблю, и все. Это единственный у меня автомобиль, который есть. Да, я его же продаю в любой момент, понимаешь? Эти машины, которые я на них езжу, могу продать. То есть не цепляюсь к автомобилю, нет у меня. У меня есть нет. только один автомобиль, за который я цепляюсь, и все. Номерок еще сколько такой стоит в Германии? 12 евро. Вот это. Каждый раз мы приезжаем, удивляемся с этого. Но если он в наличии, то... Да, если в наличии, да, вот ПП 888 было, мы там на Инстаграме сделали Да. голосование, ребята выбрали, я его взял. 12 евро. 12 евро, да, если он свободен есть. Я просто посмотрел, можно онлайн зайти, посмотреть, если есть. Если есть, можешь. Тоже ваши? Нет, это мы снимаем. Ага. Ну вот нам хозяин пообещал год назад сделать, вот уже год прошел, еще не сделал. Я сначала снимал этот, мы снимаем гараж, нам нужен только для того, чтобы машины отстаивались. Тут у вас много красоты. Так, Ну, есть что-то. А это? Это я купил на перепродажу с Украины. Ага, Приехали, как люди начали вывозить свою технику. понятно. С пробегом 800 километров купил. Стоит тоже в продаже, как бы есть что есть. Это все продано. То есть Здесь у нас клиентам поедет. клиентская машина, это 320, по-моему, ее в августе забирают. Ага. Купил год назад, тоже отстаивается. То есть такой тоже есть. Тесла стоит. Купили год назад, Да. а в чем тут стоит? Потому что таких комплектаций нет, она там хорошая комплектация и с маленьким пробегом. Нет таких машин. И он решил приехать, забрать эту машину, поставить у нас, заплатить за стоянку и все. Ага. А куда она поедет? Она, по-моему, в Беларусь поедет, когда проходная будет. А, вот так вот. То есть, Да. когда срок Да. придет. Да, да, да. А сколько стоит у вас услуга, вот, чтобы она постояла здесь? 200 евро в месяц. Нормально. Нормально. Можно по ценам сразу, быстренько. За сколько куплено, за сколько она людям обойдется в этом месте? Такая стоит, ну, примерно 42-45, может быть. Она X-Drive, потому что очень любят брать в те страны X-Drive. Да. Вот, из хорошей комплектации. Они 40 плюс стоят. С маленьким пробегом может быть 50. А у нее сколько пробег примерно? Не скажу тебе сейчас, 30, 20, я точно не помню. Ну, то есть вот не 100. Не, тут они такие не берут, зачем? Ага. Все 50, 50, 60, 30 тысяч. Все Так, такое. 45 она 40, грубо, 45, грубо говоря, 45. да. Здесь сколько на человека в Беларуси обойдется? И также 5400, то же самое уже. Когда будет проходная, от 3 до 5, 5400 растаможка, плюс забрать ее расходы. 400 евро. Да, это только таможня. И отвезти ее. Ну, отвезти, конечно. Ну, то есть 55 мы где-то говорили. Больше даже. Вот Теслу сейчас в России Y Tesla Y белого цвета. с пробегом. Обычная. Нет, новая, тут 300 Это новая? километров. Да. Так новая же не это самое. Ну, так другие страны есть, зачем? Ага, а куда она пойдет? Куда-нибудь, пока моя. А пока в стоке стоит? Да, пока в стоке стоит, да. Так, а с пробегом Y, скажем, в России привезти? Тоже можно, почему нет? Ну, есть какие-то ориентиры по ценам? По ценам, ну, Y, они не сильно дешевеют. Так, И даже иногда новую проще купить, чем купить бэушную. да ладно. Да. Ну, 57, 56. Ну, есть какая-то вот такая идеальная формула купить Да, дверь какой-нибудь... закрою, чтобы нам не дуло. Купить какой-нибудь паркетник из Германии, и чтобы вот он ездил долго, и чтобы это было прям, ну, приятно дешевле, чем в России. Есть какие-то вот рецептики такие? Ну, конечно, паркетник у тебя X5 хорошо идет. Идет Вот, X4, например, очень хорошо идут. X6 не так сильно, потому что их угоняют, не любят их особо. А вот X5, да, X5 в основном. Опять же, у нас X5 дорогой автомобиль, до 50 тысяч евро. Они в основном стоят 55 нетто, плюс Блин, НДС. это эти 50 тысяч евро же. Да, это очень важно. То есть тут будет X5, он такой будет с пробегом 78 тысяч, и он будет уже там 49 стоить, 49 100. На пробег большой. Да. Пробег побольше и комплектация будет такая. Ну, эта машина нормальная, на ней можно еще кататься? Да, конечно, она вообще адекватная. И то есть люди такое заказывают? Да, конечно. И доплачиваем сверху. Вот человек в Москве, Трехлитровый это 9 тысяч евро, где-то около 18, наверное. 18 со всеми, сверху да. еще. А дальше это остаются только какие-то схемы. То Да, есть все, что конечно. законно, Всё, это что- вот такая цена. Только Всё, что такая. Все, да, сэкономить, все это остальное это схема, да. Все остальное схема. с которыми лучше не связываться. Ну, я бы нет. То есть я для себя не вижу этого. Как для себя, так и для клиента. Это что за красота у вас? Это тот автомобиль, который я не продам, по-моему. Так, вот это, то есть это оно, да? Это оно, да. Это моя техника, на которой я участвую в соревнованиях. Я 3-й год езжу Так. и 2 раза участвовал в про-соревнованиях сейчас. Вот так начинаю. Для удовольствия? Только чисто для кайфа.
Это что за машина? Это Nissan 200. Ага. Nissan 200 SX. Куплен здесь. Он с Литвы приехал, и он на втором GZ, 650 лошадей на колесе у него. Ну, делалось тут много, видимо. Тут да? третий мотор уже стоит. Третий? Да, А с за теми 3 года. штуками? Первый рассыпался, он был старый, надо было переделывать его. А это был с Ариста, я купил 3 Аристы с Японии. Они стоили мне 6 800, 7 тысяч евро, а здесь у нас мотор стоит только 1,6,5. Понятно. То есть мне проще было Аристу оттуда привезти, вытащить с нее мотор, воткнуть сюда. По сути, это второй мотор, который едет. Но кто всем этим занимается? Вот как Я. бы своими руками все? Ну, многое что своими руками сделал. В этом году я отдал ее на ребилд, мне сделали там по каркасу нужно, потому что у нас здесь нет таких, которые делают каркас. Вот башбарни сюда сварили, задний, передний, то есть много что переделал. Вот. Это все только вот для фана, для удовольствия? Только для фана, для кайфа. Какие-то Да. соревнования, призовые? Да, конечно, да. А, то есть там платят еще что-то? Не, что там платят? Что это за деньги? Там 800 евро, я не знаю. Там, Да? там, конечно. Типа за первое место? Чашечку вот так поставить, тебе руку пожмут, скажут, да, поехали. Реально выйти на какой-то уровень, вот где какие-то деньги есть? Спонсоры? Не думаю, нет. Там спонсоры, конечно, есть, там тебе резину могут дать, там тебе что-то там Ну, помогут максимум, сделать. Да, и то Бампер ездить. новый, да. Но ездить нужно хорошо. Прям очень хорошо. Ну там ребята ездят там с 16 лет, ему сейчас 30-ник, грубо говоря. Понятно. А ты тут 3 года залетел, типа, и сейчас я вам покажу, как это. Такое не работает. Я тут сейчас проехал на 13 место в квалификации, заскочил хоть, ну, слава богу, грубо Так. говоря, да. А потом машина отрыгнула, и все, и приехали. Да? Ну вот стоит, и до сих пор собираю. Сколько вложено? Вот если вот просто люди, многие пытаются этим увлекаться, не понимая, сколько нужно денег на это. Много. Есть тут хотя бы примерно какая-то вот ориентир? Ну, нормальную машину собрать тебе нужно 120 Так. тысяч евро. Мгм. Ну и не факт, что она у тебя не отрыгнет на следующем ивенте. Тут постоянные вложения, постоянные. Да. Вплоть до замены двигателя. Ну, замена двигателя это нормально вообще. У меня вот ребята собрали в Литве двигатель, приехали сейчас с нами на дрифтинг, и двигатель на 4-м или на 5-м круге просто заклинил. Что-то сделали не так, где-то что-то. Да. Хуже сказать. Мы вот сейчас приехали, у меня братан дрифт, ну, так и называется, братаны дрифт, они 2 брата, ездят на 2 машинах. Да. У него 350 Z, у него просто слетел шланг, масляный шланг. Так. Запрессованный, вот такой вот настоящий шланг, хороший, он просто отсюда слетел, и 9 литров масла на пол. Вкладыши, он вчера снял мотор, Понятно. вкладыши и мотор делал. А он его собрал, только собрал. Он сделал все в нем, отшлифовал, все новое туда. Он прям такой деталям очень аккуратен. Да. И вот, И теперь сиди снова с этим всем. да. Ты же используешь автомобиль на все 100%. Он же у тебя постоянно в отсечке, у тебя сцепление в отсечке, у тебя мотор, коробка, дифференциал, у тебя все, у тебя привода ломает постоянно, у тебя все ломает постоянно. Это же контактный вид спорта. Это как бокс. Все двери помяты. Я их даже не делаю, по сути. Здесь у меня 2 раза, вон. Машину только собрал, она у меня свеже поклеена, она уже, видишь. Да, Я 2 да. раза съездил, это еще нормально. Это еще ничего не случилось. Ну, стоит оно того? Нравится? А ты ездил? Ну, не Сам. на таком, но на похожем. Сам ездил. А, не. А ты сам это? сядь. На таком где-то 600 лошадей. Да? Да, ты попробуй. Затянет, и всё лучше не понятно. пробуй, Лучше не пробуй, да. потому что это жесть. У меня вот второй еще есть. Это что? А это тренировочная. Здесь 380 лошадей, тоже ехать можно. По названию пока не забыл. Почему название такое, кстати, Дастакар? Денис, Стас, Кар. Понятно. Все понятно. Вдвоем делали, в 2011, по-моему, году придумывали, так и оставили. Это мой автомобиль, это Виана, на жену зарегистрированный. Не на продажу. Нет, это я не продам, наверное, никогда. 3-литровый дизель и Тоже экстра-ланг. В годах машинка, да? 2011-2012, да? И прям нормально. Ну, 250 тысяч пробега, но продавать не собираюсь. А вот такую машину, прям старую привезти? Нет. Не привезти? Нет. Даже не за Евро какие деньги? 5, вот это все там. Но если новая 48%, то можно. Да. А вот такое? Не везут вообще. От слова. Е39 Бэхо. Не, вообще не везут. И у меня покупали Мерседес старый. Полгода они что-то пытались там сделать. Вот Мерс привезли в позапрошлом году. Все-таки увезли его. Ну так, Сложно. да. Мне ребята звонили, говорят, лучше, чтобы мы этого не делали. Серьезно? Да, прям очень печально все. Волчок какой-нибудь вывести, прям ухоженный здесь найти. Да, очень тяжело. Да? Я бы с Японии лучше купил, наверное. Там по коррозии будет получше волчок. Тут же все гнилое уже. Вот такой, да, вот это вот все. Это на продажу. Да, это С-класса на продажу. Он сколько вот такой стоит? Но он 30 тысяч евро нетто стоит. Фирматик он на AMG. Память сидений, 35, я, видишь, 33 угадал практически, где-то в среднем. Потому что я цены нетто смотрю на экспорт всегда. Вот. И пробег у него 131 тысяча.
131. Это как? Поедет еще. Сколько? Легко. 200-220. На 220? этих моторах очень хорошо ездит. И коробки у них надежны. Мне нравится, и поэтому я его взял. Обычно я такой пробег не беру. Соответственно, плюс 15, и он где-нибудь... Да, да, легко. Да, это даже Петербурге. меньше. Он же 2.2, он где-то будет стоить 6 тысяч евро, 3 тысячи евро доставка. Моих услуг здесь нет, это моя машина. Ага, 9. А, то 9. есть подбора нет? Да. А, нет. то есть вот в чем выгода для покупателя, если его что-то в стоке устроит, Да. не нужно за подбор платить. И машина здесь с документами, ты можешь приехать и забрать ее самостоятельно. Мы все Сам сделаем. уехать, Да, то есть это выгодно. А реально приехать и уехать за своим ходом вот до Питера доехать, там, в Ростов Там вопросы по границе сейчас есть с Да, русским да. паспортом. Да, да. Это единственный момент. А так у меня всегда все приезжали и забирали. То есть я даже людям говорю, приезжай, забирай, поедем пиво попей в Мюнхене. Ну, серьезно, что, кайфанул сам. По сути, у тебя ты те же самые 3000 евро отдашь, но ты приедешь Да. сюда. У тебя же билет, заправка, Всё так, отели, всё проехать. На границе стоять, захочешь, не захочешь, там можно и 2 суток простоять. А как отправляете? Автовозами? Автовозы идут, да. Много сами приезжают. Есть перегонщик хороший, который постоянно забирает машины. Такой же, с 2012 года я с ним работаю. Круто. И только ему доверяю. То есть он едет постоянно, забирает. И это быстро. Ну вот по срокам. Сегодня я вам перевел предоплату за такую машину. А у нас всегда предоплата 50%. И за вообще машину. Спору нет. Когда она будет, ну, в том же в Питере в условном? Если мы ее нашли, если она вот сюда приехала, ее забирают с автовоза 4 недели. Автовоз едет 4 недели, 3-4. То сейчас последние довезли быстро 3 недели, но я обычно говорю 4-6, потому что логистика, им никогда нельзя доверять. Короче, до 2 месяцев может пройти. Да, потом, пока машина здесь стоит. Сколько в месяц продаете машин? 20, 30, бывало и 60. Главный теперь вопрос. Изменилось что-то по условиям доставки? Все дороже стало, Сильно дороже? очень дороже, процентов на 40. Ого. Да, А что да. именно? Так и машины подорожали. Я отправлял в Беларусь, Москву 1500, сейчас трешка, ну, вообще 50%. Это автовоз, да? Да, автовоз. Да. Люди покупают все равно. А что, куда деваться? А куда деваться? Точно. Есть, точно. есть варианты? Вариантов? Праворульные машины. Да, Японские. японские, Кто- кто- Дубай. кто А готов? в Дубай-то туда тащат отсюда. Вот, кстати, это интересный момент. Мы видели Гелендваген, АМГ какой-то звездный, вот это вот. Да, небо, да. И немцы приезжают туда, покупают их там и везут Да. обратно. И Это есть такое, да. в чем логика вообще? Не знаю, видать, видят какую-то выгоду. Но вот эти дубайские машины я очень много смотрел, Каены всякие вот эти дорогие. Да. Нет. Это у вас какой-то люкс там стоит? Да, Да? люкс. Это RS Q8, О, хорош. 600 лошадей, да, мощный. Ну вот таких, опять же, у немцев мы таких почти не видели. Ну, только фирмы. Кому они... Строительные фирмы, вот все вот это. В смысле строительные фирмы? Вот строительные фирмы хорошо зарабатывают. Ты поберешь машину в лизинг, ты платишь за такой автомобиль, ну, примерно 1400-1600 в месяц. Лизинг это как беспроцентный кредит, грубо говоря. Ну, Получается. ты берешь ее на использование, Да. как прокат. Прокат, понятно. 1600 платишь за нее, ты списываешь с налогов полностью эти 1600 евро, и через 2 года отдаешь ее, и все. То есть это Нифига твой себе. расходный материал, как Да. отвертка. У тебя фирма, ты должен зарабатывать что-то. Это, я не знаю, бонус это или нет. Ты сначала должен денег принести, Да. ты же должен налоги платить. Налоги заплатить. Ну, конечно. Налоги большие, кстати? Вот это хороший вопрос, да. Прям почти 50%. Блин, да ладно. Да. А Да. ты что киваешь? Да. Да. Ну, то есть ты заработал 1 000 000 рублей. Да. 500 заплати, да. Тебе придет еще Берузгеноссеншафт, еще страховка придет тебе, АУК или как она, которая это здоровье. Вот, я плачу за сотрудников около 5, по-моему. 5000 евро за Да, в каждого? месяц. Нет. Ну, они там очень много берут, очень много. Да как удается вообще окупаться и зарабатывать, если вот ему такие налоги, такие Расход? расходы? Ты же налоги платишь с прибыли, а не с оборота. Да. Да. Ну, то есть можно что-то придумать всегда? Конечно, Какой-то- всегда можно придумать. 2 фирмы можно открыть, с одной другой кидать. Нужно разговаривать просто с бухгалтером, который знает это все и Но при этом оптимизировать. все это законно. Обязательно законно. Незаконно вообще делать ничего нельзя. Это первое правило здесь. Ну, Тут так. быстренько еще пройдемся, что еще здесь стоит. И- X3 40 D, мой автомобиль, который в стоке. это сейчас можно стоковый, можно купить. Стоковый, да, можно купить. Сколько стоит? X3 44,5 нетто, 48 тысяч пробега, 19 год. Можно еще разницу между нетто и брутто объяснить? 19% добавочная стоимость. Так. Автомобиль всегда считается в 119%. Да, то есть если машина стоит у тебя 100 нетто, Да. 19% сверху, чтобы понятно было, и 19% при экспорте в другие страны возвращается. То есть если ко мне приезжает клиент, и я его не знаю, эта машина стоит 44, грубо говоря, я 19% говорю, положи вот сюда на стол, Так. когда ты выйдешь туда, А, эти вот 19% я тебе туда закину.
Круто, круто. Ну, то есть так, чтобы Логично, мне... да. Потому что если он не выйдет на этом автомобиле или не закроет декларацию, тут нужно себя обезопасить как со всех сторон. Так, а Следующий. это? Ага. Toyota, по-моему. Да, гибридная. Тоже в стоке, 24 нетто. А немцы любят, я ее даже не... Я ее под немцев покупал. Недорого. А пробег? Пробег 78. Ну, еще поездить. Эти вообще ездят 300. 520 X-Drive она, 2 литра, 140 киловатт и 40 нетто она стоит. 40 тысяч. Да, 40 нетто. А если тачка вот хорошая где-нибудь в Гамбурге стоит, вы прям туда поедете за ней? Заберу, конечно. Да? Конечно. 2 раза поедем. Почему 2 раза? Ну, первый раз посмотреть ее, Так. правильно? А если Мастер сразу поедет. понравилось? А как ты ее заберешь? Заплатить надо? Ну, что, сразу денег привезти, нет? Нет, наличку нельзя. В смысле, нельзя? Нет. So I bring you 2 boxes of cash. No problem? I have a buyer from Nigeria came, 2.5 million. В чемодане 10% стоит. Сверху. А устроиться к вам на работу? У нас в СНГ полно рукастых ребят, которые готовы работать даже в выходные, как Понятно. известно, и даже по ночам. Согласен. Насколько это просто Крайне сложно, потому что разрешение на работу нужно. в Германии? Паспорт нужен, да, европейский. Нифига. Да. Но по визе тут как-то приехать, вот тихонечко сидеть, крутить, нет? Нет, не Такое позволю. лучше не делать. Нет, не позволю. У меня столько народу, и я за них буду рисковать одним человеком. В смысле, меня же закроют. А, вот так вот. Нет, я же люди в дома, не себе. Так, ребятушки, продолжение истории. Денис любезно нашел для нас время покататься еще по интересным местам. И здесь салон где-то здесь. Да, где-то здесь. Ретро-автомобили. На сайте у них наличие много было интересного. А ты же знаешь то, что они тебе на сайте могут все что угодно написать? Да? А по факту ничего нет? Конечно. Вот, это интересно, это и посмотрим. Вот приехали мы в Германию там на недельку посмотреть. Бесполезно вообще ездить даже, не стоит. Не вздумайте ездить в Германию, покупать вот так автомобили на обум. Да? Потратишь кучу денег, съешь много денег, но ничего не купишь. Ты смотришь на сайте, стоит автомобиль. Он зарезервирован, уже продан. Он забыл просто убрать его. Бавария Спорт Карс, вот сюда. Давай попробуем. Вот в этот автосалон ты можешь приехать, и тебе будут задавать вопросы, что ты тут снимаешь. Если честно, в Германии можно купить много что, помимо BMW и Мерседесов. И вот стоит такая техника. Да. Денис, а вот такое реально и есть вообще смысл заказывать в Германии? Ну, заказывают их только здесь, в Европу. Я бы такой не повез ни в коем случае в страны. Дорого и сложно? Сложно и дорого, да. Судя по моему клиенту, который плевался и не хотел это купить, Да. делать потом, сколько проблем с ним было. Там просто очень денег вложено, нет смысла просто. Оно из Америки же привезенное, скорее всего, По-любому. да? Проще, что из Америки заказывать. Согласен, да. Вариант. Вот, пожалуйста, ты приехал в автосалон, видишь, какой он? Так. И что? Ты на сайте видел много машин? Все, ничего. Там на сайте дофига машин было. Они могут продаваться клиентов автомобиля. А что, может попробуем, зайдем? Все, куда? Мастерская какая-то. Мастерская. Блин, там на сайте все было красиво нарисовано, что их машины стоят, в наличии разные. Может быть. Там не то. На сайте может много, а у тебя тут только шины остались. Кстати, может на дрифт бушечку какую-то забрать. Сколько мы не пытаемся с европейскими компаниями взаимодействовать, вот Да. как у нас в России. Вот мы сидим там в пятницу в 4 вечера, Да. приходит какое-нибудь письмо. Так, срочно, запрос, можно нам сегодня в течение часа. Короче, они отвечают, бывает по неделе, по 2 недели. А также с машинами. Я в машины никогда не пишу e-mail. Так, Я всегда звоню. ага, И звоню иногда 15 раз на один автомобиль до обеда. до обеда. Да. У меня отдельный человек сутками сидит и звонит. То есть у него в 8 утра открывается и в Так. 17:00 закрывается. И вот он на телефоне. И бывает часто, что не дозваниваемся. Ты просто звонишь, попадаешь в горячую линию, Да. вам перезвонят. Да. Либо у нас все заняты, вам перезвонят. И не факт, что не перезвонят. То есть ты пытаешься каждые 5-10 минут набрать их, Да. они потом тебя уже ругают после 10-го раза, что вы нам звоните, мы вам там сами перезвоним. Да. Вот такое. Ну, то есть так это нормально вообще. Почему я говорю, не приезжайте сюда никогда. Да. Ну просто так вот. Я хочу купить, приеду. Может, тебе повезет. Но в основном мне звонят люди, звонят через неделю, говорят, слушай, я тут Устал. наездился, помоги. Ну серьезно такое прям. И ты начинаешь, а зачем ты сюда приехал? Да. Ты же можешь все, ну то есть мы в 2023 году живем, Да. позвонить. Сначала узнать об автомобиле, действительно ли он здесь, зарезервировать его, чтобы на следующий день поехать, посмотреть его лично. Ага. Посмотрел, составил договор, купил, оплатил, это все равно тоже время надо.
Да, сделать номера экспортные и прочее, прочее. Тебе неделю нужно, чтобы здесь. Ты неделю покатался, причем тебе транспорт нужен здесь. Да. Тебе нужен каждый день отель, который стоит 110 евро. Точно. Бензин заправить. Минимум 110 Да, евро. еда, евро 40-50, там где-то в ресторане поесть. Да. Ну, типа, пожалуйста, посчитай, сколько ты потратишь за неделю. То есть я всегда говорю, ни в коем случае не ехать. Когда ты купишь, когда машина уже у тебя 100% есть, Да. вот, и ты тогда можешь приехать забрать ее. То есть смысла ехать, ну, чисто так, знаешь. Покататься? Да, покататься. Нервы потрепать. Вот это да. У кого что. Сколько стоит машину помыть здесь? Есть вот мойки, Двен- где человек моет? Нет, В смысле? это только, ну, как есть. Если ты привозишь ее на полировку, тебе помоют. Ну, у нас тут 12 евро, и тебе комплекс мойка. Нет, у нас 12 евро тебе так ее помоют без этого. Керхером? Нет, не с керхером. Автоматически. А, это мойка, да. Это мойка, да. Тут в основном это все. А почему нет, как бы вот? Слишком дорого время стоит. То есть немец там или немецкая фирма будет мыть евро за 50, грубо говоря, если, Да. если будет. Да, да, если будет мыть, да. Так все-таки при всем многообразии выбора современных электрических машин, на чем бы хотелось каждый день ездить? На чем-то вот, На чем-то таком. вот таком, да? Да, да, однозначно. Что чувствуется? Да, да, конечно. Звук какой-то есть, что-то там бурлит, что-то делает. Намного приятнее, чем. Так. Начинается уже Тут интересно, да. интересно, да. Просто, да. Заходим. Опа-на! Ну это явно не на час и не на два. С чего начать, Денис? Что это за место вообще в целом? Моторвол. Здесь много разных автосалонов. Бугатти, Брабус, все что угодно. АМГ, Бугатти, пожалуйста. Это тоже Пожалуйста. продается? Ну, наверное, конечно. Есть таблички продажа, знаешь, Есть. продается. Опа-на! Смотри, вот 86 900, пожалуйста. 12 тысяч пробега на машине? Может быть, да. Почему нет? Поршик вот стоит. 134 тысячи евро. 86-й год. Мотоциклы сверху. Да там вон сколько всего. Глаза разбегаются, да? Да вообще я даже не знаю, куда пойти. Я думаю, это гараж просто автомобилей. Ну смотри, она сделана как гаражная. Передвигается, да? Музей типа. Да. А нет, вот продается. Продается, да? 350 тысяч. Ну вот, значит, можно продать. Там что только нет вообще. Вот это да, вот это жесть, смотри. На амфибию на какую-то похоже. Да? Так а это и есть Так амфибия? и Да вон написано её, да. амфикар, да. The Amphicar. Oh yes, I begin to see. Сюда нужно с деньгами приходить, конечно. Обязательно. Обалдеть. На потолке машины. Вверх подними камеру. 98 тысяч, между прочим. Да, Дешево. вот там стояли таких 2 штуки. А в чем проблема на регистрацию поставить на номера вот такой машины? Амалогация, у них фары идут не те, у них задние фонари не те, если это американец. Да. Да, надо переделать. А что, как это переделать? Катафотов нет, противотуманки нет у них, например. Тоже нужно ставить. Вот эти фары, которые поднимаются, это не да, то. они не то, они должны под евростандарты быть. Тут мы, конечно, покажем процентов. Прикольно, да? Как на выставке. Процентов 5 от того, что здесь явно стоит, потому что там Да. вот туда уходишь, смотри. и несколько этажей еще. И на каждом этаже там что-то стоит. 109 тысяч евро. 198. Нифига себе. И всего 3 машины, прикинь, один из 3. Одна из 3 в мире. Да, он. Недорого. АМГ ГТС, смотри, 88. 46 тысяч пробега. Да, 99 900. да, все, сотка. Как новый, смотри. Это точно, да, места там больше. Но они что-то под типа этот бац сделали, да? Да, они же вот на него ориентировались, Да, да. да, да. 3 ряда, и еще сзади он остался. Ну так лучше этот взять, ну поприкольнее будет. Ба, Линкольн, ты посмотри, какой здоровый. Он еле-еле помещается сюда по сравнению с другими. 48. Всего лишь, да? 53 год. Ну, для немца среднестатистического такая цена, это дорого или... Дорого, да. Серьезно? Зарплата сколько у него среднего немца? 2-3 тысячи максимум. Дорого. Чё, Ну так да, мало конечно, совсем? а как ты думал? 5000 евро даже я бы, наверное, подумал пойти поработать. Ничего В не офис? делаешь, ну да. Серьезно? А что делать? Ну, либо ты каждый день с головником, либо ты 5-6 получаешь, и ты имеешь их, не твои. Жена также работает, у тебя десятка, пожалуйста. Почему? Зачем я буду делать это все? Я бы с 8 до 5 отработал, да, это может быть и даже в пятницу до 2. Да. В субботу я не рабочий, у меня 3 свободных дня, у меня 30 дней в году есть свободного времени. Да. Я ж кайфую. Ох, да, тут еще ходить.
очень много ходить. Я вот эту машину смотрел. Какую? Вот эту. Под клиента. Только что-то слился клиент. Вот оранжевая. Оранжевая? Да, я вот здесь ее выгонял, здесь ее смотрел. Конкретно эту? Конкретно это, да. Она стоила что-то вот 159. Вот 159. Да, да. GTI, да, отлично. GTI. 20 тысяч евро. Вроде ничего, да? Да, вообще отличный. Конечно, что-то супер дешевое, как мы в Японии видели, такого... Не-не-не. Гольф, 20-ка. Да. Старый. Выводы, которые мы сделали. Первое. Скупой платит дважды. Однозначно. Второе. Классика будет всегда в цене, несмотря на все эти Да. китайские автомобили. Да. BMW и Mercedes, конечно, денег стоят, стали Да. дороже, но того стоит. И третье. Задешево в Германии. Ничего нет, абсолютно. Да. Абсолютно. Ничего не найдешь. Так что, ребятки, если захотите все-таки хорошую немецкую машину с пробегом, есть нюансы, но вот человек, который знает абсолютно все Мы, нюансы кстати, проконсультируем, если надо. Да. и совсем поможет. У Еще раз нас много видео огромное есть обучающих. спасибо. Я всегда Да. рассказываю людям, чтобы они понимали перед тем, И как это что-то важно. делать. Да. ссылка на канал внизу. Ждем ваш комментарий. Автомобили в Германии, нюансов миллион. И это только в Германии, а есть еще Австрия, Италия. Да, Это там вообще другая, отдельная... там Австрия, там совершенно другая. Налогообложение, есть дополнительные расходы, Да. как в Австрии, например, еще можно заплатить дополнительно. Ну там, короче, куча. У нас только Германия. Начнем пока с Германии. Да. Ждем ваш комментарий, увидимся. Пока.